Всем привет, меня зовут Рустам, и я несколько лет занимаюсь бегом. И я хочу рассказать о том, как пробежал весенний полумарафон «Забег РФ». К слову о том, сколько я занимаюсь вообще бегом. Бегом я занимаюсь около 3 лет. 2 года я занимался самостоятельно, как занимался, скажем так, бегал раз в неделю, может быть, километров 10-15 от силы. Но год назад я решил заняться более-менее углубленно, а конкретнее начал заниматься триатлоном. Я пошел в специальный клуб, в котором подготавливают триатлон. Примерно год назад и начались мои тренировки, более интенсивные, более понятные. В целом это, наверное, около 5 тренировочных дней в неделю, но бега из них было не так много. Этот забег был примерно четвертым, в котором я участвовал, конкретно по бегу. В прошлом году я бегал 10 километров на международном новосибирском марафоне СИМ. Затем я бегал в Тобольске на полумарафоне. Затем я бегал рождественский полумарафон. Еще было 2 местных забега на 6 километров и на 10 километров. И в целом-то, собственно, этот полумарафон. Если отойти чуть подальше, то получается, что бегом-то я занимаюсь более-менее около года. До этого я занимался просто боксом несколько раз в неделю. Один раз бегал, собственно, и все. До этого полумарафона я пробегал полумарафон примерно за час 29. То есть в Тобольске я пробежал полумарафон за час 29. Это примерно в темпе 4:12 на километр. И, собственно, это для меня был неплохой результат, но мне хотелось в этот раз его улучшить. Учитывая то, что в Тобольске трасса была более ровная, я понимал, что здесь мне будет немножко посложнее. В идеале с улучшением своего результата я понимал, что мне будет вполне себе неплохо пробежать примерно по 4 в темпе. 4:00, 4:05, может быть, в худшем случае 4:10. Еще надо взять обязательно в расчет, что примерно за день у меня начала болеть голова, и я немножко не понимал, как все пойдет, и сказал себе, что если что-то не получится или буду чувствовать себя слишком плохо, я просто остановлюсь и сойду. И не буду себя заморачивать. Но в целом первые 5-10 километров бежалось вполне себе неплохо. Этот полумарафон был в специальном формате гандикап, когда первыми группами стартовали те, кто старше возрастом. Я оказался в группе номер 16 и стартовал почти что последним. Моя группа 18-34. Мне на данный момент 29 лет. Побежали. Я сразу оторвался от своих друзей, от своей группы. Я понимал, что мне нужно прицепиться за кем-то подальше, кто будет держать хороший темп и постараться удержаться, в принципе, на всей дистанции. И таким оказался мой одноклубник Дмитрий Бухал. Я его сразу добрал. Первые несколько километров получились примерно по 3:50, по 4. Я его добрал и примерно за ним и держался. Бежать в темпе 4, примерно 4:05 довольно-таки тяжело, учитывая, что у нас были здесь горки и еще был встречный ветер. Вообще я переживал, что пойдет дождь, а я был в хлопковой футболке, и я переживал, что футболка намокнет и мне будет очень плохо. Но я думал, что если совсем будет плохо, я футболку просто сниму и побегу тогда с одним датчиком. По поводу датчика и всего остального чуть позже. Собственно, по поводу темпа и питания. В целом, средний темп за гонку получился около 4:07 1 километр, что является неплохим результатом для меня и, самое главное, личным рекордом. Что касается питания. В принципе, я понимал, что забег будет стартовать около 12:30, поэтому мне нужно плотно позавтракать углеводиками, чем-то классическим и понятным. Я выпил чай, поел кашки овсяной очень много. Затем я съел 2 тоста с арахисовой пастой. И 2-3 финика, по-моему, этим я ограничился. Перед забегом я выпил примерно 500 мл амилопектина в перемешку с цитрулином малата. Далее, по поводу питания, примерно на 5-6 километре я съел гель СИС желтый, изотоник. И затем уже на 15 километре я съел гель с кофеином. И всю дорогу примерно раз в 2,5 километра я делал 1, 2, 3 глотка воды на пунктах питания. Поэтому в целом-то по поводу питания и все, ничего особенного, но я считаю, моя раскладка позволила мне, то есть мало того, сохранить энергию определенную, вовремя восполнить и использовать ее максимально ресурсно. Дальше по поводу экипировки, да, температура была около 15 градусов, учитывая холодный ветер, было не очень комфортно на самом деле. Я бежал в футболке, она, по-моему, вроде как хлопковая. И бежал в компрессионных шортах. В них было очень комфортно. Я бежал в кроссовках Nike Zoom Fly 3. Они карбоновые и очень хорошо меня показали. В отличие от тех, в которых я бежал рождественский полумарафон. Это Adidas Adizero Pro. После них я даже немного травмировался, но это другая история. Если интересно спросить в комментариях, я потом как-нибудь про это могу сделать отдельный выпуск. У меня были все время с собой часы мои Garmin 6S и датчик Garmin HRM
3, который создан специально для триатлона, я постоянно отслеживал свой пульс. Пульс, кстати говоря, средний вышел около 174 ударов. В второй половине дистанции пульс упал от 180 примерно к 175, к 174 ударам. И это хороший знак, потому что мне получалось удерживать темп мой, но при этом я, скажем так, бежал на более низком пульсе. Это хороший знак в целом. Идем дальше. Что еще по экипировке? У меня были на глазах очки, в них было очень удобно. И на забеге в последнее время я обязательно надеваю повязку, которая защищает, чтобы мне не заливало потом лицо. Собственно, касательно блока экипировки, это все. По поводу подготовки. В целом интересно, что мы занимаемся так, что у нас не очень сильно большие беговые объемы. В аккаунте Strava вы можете посмотреть мой объем примерно за год или за промежуток за полгода. И там вполне себе видно, что объем не превышает там 30-40 километров, как правило. Единственное, мы ездили на майские праздники на сборы в село Октябрьское, в Альпийскую деревню, где тренер сделал нам такие хорошие упражнения по 2 тренировки в день, растяжку, бегали босиком, делали много чего интересного. Объем за несколько дней вышел, конечно, буквально за 4 дня около 60 километров. Это довольно много, но нагрузка была распределена таким образом, что мы все от этого стали прям сильнее. Я почувствовал, что мне и дышится лучше, скажем так, ноги к этому всему больше готовы. По поводу экипировки чуть не забыл, я впервые надел, собственно, гетры Compressport. Очень удачный выбор, и я почувствовал, что после забега у меня икры не болят вообще, вот от слова вообще. Хотя, как правило, всегда до этого они болели. Возможно, это вопрос того, что я проработал лучше технику и начал бежать, собственно, на середину стопы, в отличие от того, что пробовал бежать там на носок или на пятку. Касательно подготовки, что еще могу сказать? За неделю до этого просто была одна длительная плюс интервальная тренировка, да и, собственно, и все. Был велосипед, бассейн, все как обычно. Об этом тоже я расскажу, наверное, в других выпусках о том, как тренируюсь. И вообще я планирую, если от этого ролика я получу определенный отклик и вам будет интересно, то я смогу делать такие влоги регулярно, рассказывать о тренировке и как обычный парень делает свой путь в триатлоне. В целом атмосфера праздника для меня всегда очень вдохновляющая. Мне нравится, когда люди собираются в одном месте для того, чтобы бежать. Не для того, чтобы есть, а для того, чтобы бежать. Мне это очень близко. Я от этого искренне наслаждаюсь и получаю удовольствие. Именно поэтому такие спортивные мероприятия поднимают мне настроение, и мне очень это нравится, и от этого хочется еще больше жить. В первую очередь я получаю положительные эмоции. Второе, есть какой-то спортивный интерес и определенные цели, да. Моя глобальная цель — это выступить с хорошим результатом. Под хорошим я подразумеваю для начала из 5 часов, потом из 4, сделать половинку Ironman 70.3, да. Ставлю большой упор на бег, потому что он у меня получается довольно-таки неплохо, учитывая то, сколько я занимаюсь. И что могу сказать? Очень интересно, когда есть соревновательный эффект с теми, кого ты знаешь, с теми, с кем ты занимаешься рядом. И в этот раз, например, у меня получилось обойти моих одноклубников, и это было очень приятно. Всегда есть вот эта вот составляющая соперничества, когда ты хочешь кого-то обогнать, кого-то победить, и мы в этом плане очень конкурентоспособны, и нам эта конкуренция очень сильно нужна. Мы должны, скажем так, за что-то бороться, за какие-то ресурсы, за какие-то призы, за что-то еще, да, то есть должен быть какой-то стимул. Лично у меня это происходит вот так. И я понимаю, что это все зависит от многих факторов, но при этом всем довольно приятно кого-то обгонять и каким-то образом побеждать. В целом-то гонка прошла для меня очень положительно. Получается, я выбежал из час 28, примерно мой результат час 27, в среднем темпе 4:07. Это очень хороший результат, учитывая ветер, учитывая горки, ну и учитывая, скажем так, сами особенности трассы. Поэтому по месту я, по-моему, в 20-ку вошел, если не ошибаюсь. В возрастной группе я вообще, по-моему, в 10-ку вошел по всему забегу. Это для меня отличный результат. В идеале, в будущем хотелось бы, конечно, попасть когда-нибудь на пьедестал. Надеюсь, все для этого будет сделано. Собственно, огромная благодарность моему клубу, в котором я занимаюсь, Iron Team. Огромная благодарность моему тренеру Сергею Андрееву. Собственно, спасибо вам. Буду благодарен, если вы что-то напишите, вам что-то будет интересно. Отвечу на любые интересующие вопросы. Всем спасибо. Пока-пока.